Я приветствую всех подписчиков и гостей канала. У нас сегодня еще одна премьера, и это Валерий Соловей. Со мной на связи прямо сейчас. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Валерий Дмитриевич, неделя выдалась аховой, и причем во всех смыслах. И вот мы говорили постоянно перелом, перелом. А вот то, что произошло на этой неделе, вот этот указ Путина, мобилизация, референдумы в спешном порядке, которые проводятся, это вот предвестник большого перелома? Это и предвестник, и часть, потому что вы сказали, что неделя выдалась богатой и бурной на события, но следующие недели, я думаю, будут еще более бурными на события, еще более драматичными, еще более тяжелыми. Причем, к сожалению, для наших обеих стран и наших народов, это несомненно. А почему Путин объявил о мобилизации, я думаю, это тоже очевидно. Это явный симптом того, что украинские вооруженные силы стали добиваться очевидных успехов, и что судьба военной кампании, той, которую называют специальная военная операция, в Украине оказалась, со стороны Кремля оказалась под очевидной угрозой. Ну, и могу привести хотя бы такой факт, что генералы Генштаба настойчиво просят главнокомандующего отвести войска из Херсонской области и сосредоточить их в Донбассе и держаться уже за Донбасс. Президент наотрез им отказывает. Вы знаете, это очень похоже на историю 1943 года. Вы понимаете, история, которая была чуть-чуть южнее, собственно, уже на территории нынешней России происходила, когда одному генералу тоже был дан отлуп его просьбе пойти на прорыв. И понятно, почему Путин отказывает, потому что после потери Харьковской области, части Харьковской области, еще потерять и Херсон, Херсонскую область, это бы означало расписаться в общем в неуспехе. Это я мягко крайне формулирую, вы понимаете. Поэтому он пытается использовать, российский президент пытается использовать методы середины 20 века. Первая половина 20 века – это массовая армия, это сотни тысяч людей, которые должны быть брошены в жерло. Но это потребует, естественно, усиления мобилизации от Украины тоже. То есть здесь на действия, которые совершает Россия, потребуется еще и противодействие. То есть мы вступаем, мне кажется, в самую опасную фазу сейчас. Она действительно будет решающей. Я думаю, что вот эта решающая фаза продлится, кстати, может довольно долго. Она сама, видимо, займет несколько этапов, у нее будет своя логика. Но, по всей видимости, исход определится не ранее весны следующего года. Это я очень-очень предположительно, естественно, утверждаю. Так что мы только в начале находимся, честно говоря, страшного пути. Украина начала этот путь 24 февраля. Русским казалось, что для них это, большинству, честно скажу, казалось, что, я не раз об этом говорил, что это всего лишь навсего телевизионная картинка. Вдруг выяснилось, что это не телевизионная картинка, что происходящее приходит в каждый дом. И еще придет. Александр? Валерий Дмитриевич, вы говорите, что следующая неделя, собственно, сулит страшное. И это страшное уже пытаются описать и там, в западной прессе, и разные аналитики. И есть версия, что в качестве такого устрашения, что ли, вот Путин сейчас раздумывает о 3 местах, где нанести тактический ядерный удар. Над Черным морем, Северным Ледовитым океаном, в той стороне, или где-то над территорией Украины. Предрекают, что это будет именно устрашение, это не будет, скажем так, иметь какой-то там серьезный поражающий эффект. Но вот как вам вот эта аналитика, вот эти места и эта география? То, что верховный главнокомандующий российский об этом давно размышляет, мы с вами говорили. Более того, могу вам с уверенностью сказать, что где-то в марте мы были как никогда близки к подобной демонстрации. Это не было бы действительно военным, собственно, ударом, это была бы демонстрация имеющейся у Российской Федерации мощи или остатков мощи. Я не берусь судить, но я думаю, что даже остатков достаточно для того, чтобы поставить мир на грань катастрофы.
А может быть, и вергнуть катастрофу, а не только поставить на грани. Логика здесь, как мы понимаем, следующая. Это политическая логика, военная политическая, и она проявится вот как раз на наступающей неделе, что завершаются так называемые референдумы, значит, на этих, как их в России называют, новых территориях. После этого, вероятно, сейчас говорят, что 29 или 30 утром Путин подписывает указ о принятии этих территорий в состав Российской Федерации. 30-го он выступает с обращением к Федеральному собранию. После этого территории считаются формально принятыми. А вот дальше, да, вот здесь некая развилка. Значит, что обсуждается, что, скорее всего, произойдет. Ну, во-первых, введение, наверное, частичное введение военного положения. Говорят о 7-8 регионах Российской Федерации. Наверное, будет закрыт выезд для людей мобилизационного возраста. Ну, как это, в общем, сделано и в Украине. У вас до 60 лет закрыт выезд или до 62? Не помните, кстати, Александр? Да, но у нас до 65, по-моему. Даже Да. 65? Нет, возможно, но это уже, по-моему, чересчур. Ну ладно. Ну, в общем, логика понятна. И вот дальше развилка. То ли, сказать, демонстративно организовать вот эту вот свидетельство российской мощи, да, ядерной, ну тогда это надо показать где-то там в пустоте. То есть Северный Ледовитый океан, Тихий океан, показать, что готовы. Потому что наносить удар по Украине, даже с точки зрения там, российской военной доктрины, российской конституции, возможно будет только в том случае, если Украина начнет массированное наступление на те территории, которые Россия уже будет считать своими. О чем, собственно говоря, говорил и президент, и говорил его пресс-секретарь. Что российская доктрина позволяет в данном случае прибегнуть к использованию ядерного оружия. Вы понимаете, что это такая чисто правовая казуистика, не имеющая или имеющая очень отдаленное отношение к действительности, там, к политическим процессам, к массовому волеизъявлению. Но дело не в этом. Дело в том, что вот этой казуистикой, этой логикой российские президенты будут руководствоваться. Вот все эти разговоры о том, что да нет, он струсит, я напоминаю вам о разговорах перед 24 февраля. Да, что струсил? Нет, не струсил. Совершенно не струсил. Более того, он с каждым шагом все больше закапывается вот в эту Украину. Все больше закапывается. Отступить он не может и не хочет. Поэтому я думаю, что это решение может быть принято. Его Вот здесь, вероятность очень высока. Люди, которые знают его, именно его, и знают, в каком он состоянии сейчас находится, именно сейчас, это очень важно. Вот именно его сегодняшнее состояние. Они говорят, что вероятность очень высока, несмотря на все западные предостережения. А Запад делает предостережения. Он делает не публично это делает, и делает публично, как мы знаем. Несколько раз он предостерегал Российскую Федерацию, что это не заставит его отступиться от поддержки Украины, и что будет дан ответ. Это, кстати, будет не обязательно ответ в виде там, использования ядерного оружия, пусть демонстративного. Это может быть дан ответ с помощью конвенционального оружия, где, как мы сейчас понимаем, и, в общем, события в Украине это продемонстрировали, Запад имеет преимущество в конвенциональном вооружении. Но он уступает как раз в тактических ядерных боеприпасах. Вот в этом он уступает. Но в конвенциональном вооружении, высокоточном и дальнем, он имеет преимущество. И, в общем, оно способно нанести серьезное это преимущество, ущерб Российской Федерации, равным образом, как и передача этого вооружения Украине, что, видимо, будет происходить, я полагаю, в нарастающих масштабах и с нарастающими темпами. Ну, перспектива очень мрачная, откровенно скажу. Потому что где в случае нанесения этого, пусть даже демонстративного удара, Путин остановится, непонятно, и способен ли он остановиться вообще. Увы, это так. вернемся к референдумам, но перед этим я хочу все-таки, пока далеко не ушли, вот этот ответ Запада на возможный ядерный удар, пускай даже демонстративный, пускай там малой мощности, в том или ином регионе. Скажите, вот Черноморский флот, вот это обещание потопить в ответ, это равнозначный, равноценный ответ Соединенных Штатов Америки?
Ну, вы знаете, если речь идет о некой демонстрации, не приносящей ущерба, то я бы сказал, это был бы асимметричный ответ, да? Тем более, что его можно потопить, и не используя там, ядерное оружие, он не очень защищен, откровенно говоря. Но вы понимаете, что после этого логика подсказывает, что российскому президенту надо делать ответный шаг в направлении эскалации. Ответный шаг – это уже массированное применение тактического ядерного оружия, а может быть не массированное, а разовое, но довольно значительное по целям в Европе, по американским военным базам в Европе. Я думаю, что на территории Польши и, возможно, на территории Германии. А дальше, ну, Александр, дальше, вы знаете, я замолкаю не потому, что фантазии не хватает, а потому что картина вообще-то очень страшная. И ум отказывается идти дальше. Ну вот есть у нас такой у людей, нормальных людей психологический барьер, они не хотят об этом думать. Но я хочу, чтобы вы знали, я имею в данном случае не только вас персонально, украинских телезрителей, что, к сожалению, это все обсуждается на полном серьезе. Я могу сказать, что если вы считаете, что Путина остановят, никакой гарантии нет. Вообще никакой. Потому что немалая часть его окружения считает, что ну да, выхода, возможно, нам не оставят. Что надо, по крайней мере, демонстрировать тогда вот и ядерные клыки. Если другие клыки у нас уже, как выяснилось, сточены или выпали, да, или шатаются, то надо демонстрировать оставшиеся ядерные клыки. Но еще раз, это очень важно. Должно быть формальное обоснование. Поэтому вот так поспешили с этим референдумом. Да? Да. Что теперь все с точки зрения этой казуистики правовой получается, ну, квазизаконно, конечно же, квазизаконно, да, что, ну, это будет территория Российской Федерации, Россия вправе защищать свою территорию. Ну, кстати, почему Черноморский флот, в принципе, удар может быть нанесен, допустим, по месту, тому месту, по той точке, по той базе, откуда в путь отправилась та или, ну, тактическая ядерная ракета. Да, К понятно. примеру, если она попала, если эта ракета была направлена не куда-то в район Тихого океана, да, или Северного Ледовитого океана, а вот куда-то в цель на территории Украины. Понимаете. Ну, что там у штабистов, я не знаю. Знаю, да, довольно хорошо знаю, что на протяжении последних лет, когда НАТО проводились командно-штабные учения, они исходили, они рассматривали вот эту вероятность как довольно высокую, но предполагали, что реагировать они будут в случае нанесения тактического ядерного удара. Речь тогда не шла об Украине. Речь шла все-таки о нанесении удара по каким-то натовским базам, что они будут реагировать, отвечать с помощью конвенционального оружия, Понятно. чтобы не провоцировать эскалацию. Валерий Дмитриевич, но здесь тоже казуистика, ну, мама не горюй, получается. В каком смысле? Вот если, например, эти референдумы, они завершатся, то Да. по, скажем так, по границам это, собственно, вся Херсонская область, вся Запорожская, вся Донецкая, вся Луганская. Но она же сейчас по факту не вся оккупирована Российской Федерацией. Будут какие-то ультиматумы или ну вот просто утром люди проснутся, поймут, что ага, например, ДНР, Мгм. вот условная ДНР, но пол ДНР или там 40% вооруженные силы Украины там. И там нужно, собственно, что-то с этим делать. Что делать? Ну, Александр, вот для этого и нужна мобилизация. И, естественно, ее размеры выйдут за пределы 300 тысяч человек. Это совершенно очевидная логика эскалации. И совершенно очевидное возвращение к логике ведения боевых действий времен середины прошлого века, и в частности во время Великой Отечественной войны, когда количественное превосходство приносило победы. Я уверен, что сейчас количественное превосходство победы не принесет. Это, ну, очевидно даже для генералов Генштаба российского. Но они, тем не менее, скрипя зубы, выполняют приказы Верховного Главнокомандующего. Это первое. Второе, очень важно, я прошу об этом подумать. Я в передаче у вас говорил о склонности российского президента и части его окружения к мистицизму, причем мистицизму самого мрачного толка. Вообще-то это выглядит жертвой. Это выглядит массовым жертвоприношением.
Тем, что на греческом называют гекатомба. И я отношусь к этому вполне серьезно. Я не напускаю здесь тумана, я просто знаю, с кем Владимир Владимирович советовался перед началом мобилизации. Персонально не буду называть, но я знаю, что это люди очень неравнодушные именно к черной магии и еще раз к мистицизму самого зловещего свойства. Так что я бы еще вот задумался об этом. Ну, это дает представление на самом деле о том, что в головах, понимаете, у этих людей. Но это не влияет уже на логику. Логика уже пошла-поехала. Мы имеем дело с саморазворачивающимся процессом. Мы понимаем это. Где его удастся остановить или притормозить, совершенно сейчас, к сожалению, непонятно. Но он может зайти очень далеко. Еще раз повторю, те люди, которые неплохо знают российского президента, убеждены в его готовности к самым кардинальным решениям. Да, это действительно очень важное и поразительное наблюдение, ведь именно так, собственно, россияне и восприняли все эти, скажем так, мобилизационные действия, когда людей призывают без вообще службы в армии, без какого-то опыта, они отбиваются как могут. Ну, Россия изменилась за эти несколько дней, правда? Ну, она изменилась к худшему, я вам сразу скажу. Ну, во-первых, что обращает свое внимание, это пассивно-покорное отношение большинства. Вот у вас там наверняка показывают в Украине ролики с бегущими людьми. Да, бежит и бежит немало, честно. Но в большинстве своем реакция покорно-пассивная. Они идут, они пожимают плечами. А что нам делать? Вот, а что, будет хуже, а что? Ну, кто-то там пытается объяснить, что мы защищаем Родину. В данном случае пропаганда не безуспешно работает. Кто-то, возможно, поддастся на обещанные выплаты. Там, должен быть принят законопроект о том, что мобилизованные получают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Но я, когда об этом слышу, вспоминаю старую еврейскую поговорку. По крайней мере, ее приписывают евреям, что лучше потерять немного денег, чем единственную драгоценную жизнь. Но у людей, если не в порядке с логикой и даже инстинктом самосохранения, понимаете, что здесь не поможешь. Здесь просто не поможешь. Но что стало меняться, это стали меняться массовые настроения. То есть рейтинг Путина, он не просто пополз, он стремится вниз, галопирует вниз. Недовольство растет, но очень важно, это недовольство носит такой, я бы сказал, домашний характер. Да? Оно ни во что не выливается, ни в какие политические действия. Поэтому если украинские наблюдатели, эксперты ожидают массовых выступлений, они заблуждаются, и это мне было очевидно с самого начала. Возможно, будет массовая реакция и сильная, но позже, точно не сейчас. Вот точно не сейчас. Сейчас ее нет, и сейчас и я вижу еще раз, что значительная часть тех людей, которые мобилизуют, она идет. Часть пытается сбежать за пределы Российской Федерации или где-то там внутри Российской Федерации. Посмотрим, что будет дальше, когда будут вовлекаться новые контингенты. Потому что сейчас, когда там какие-то баснословные вещи рассказывают о людях в возрасте, да, там больных чуть ли не спиной вперед ходящих. Ну, помните, как Браум солдате Швейки, там, он ехал в инвалидной коляске, размахивал костылем и кричал «На Белград, на Белград!». Вот. Это комедийно, ну, что-то похожее уже происходит. А что они выполняют план? Это вот чисто советское. Я думаю, кстати, для Украины это характерно не меньше, чем для России. При всем различии в мотивации. В Украине она есть мотивация, да, в России, конечно, она совершенно иного свойства или отсутствует вообще. Ну, потребуются все равно новые контингенты, потому что никто этих людей долго учить не собирается. Говорят, что месяц, а я думаю, дай бог, если 2-3 недели, а дальше я даже честно не хочу в это все воображать. Да, как вы Ну, это я уже... понимаю, что, да, украинские зрители испытывают злорадство, я понимаю, почему. Вот. Но я описываю, как это выглядит с российской точки зрения, с точки зрения вот того самого глубинного народа.
Да, Валерий Дмитриевич, не то что злорадство, а наконец-то, ну, собственно, и россияне поняли, что Украина пережила Совершенно 24 верно. февраля. Начинает понимать, потому что до этого никакого понимания не было. И, честно вам скажу, никакой эмпатии тоже не было. За исключением небольшой группы русского общества. Вот я откровенен в этом. Путин подписывает указ, в котором десятку можно получить за отказ от мобилизации, за добровольную сдачу в плен, 15 лет за мародерство. Зачем нужен этот указ? Ну, понятно, потому что, ну, нет массового желания сражаться за Родину, несмотря на призывы пропаганды. Нет. Я говорю, люди идут нехотя, ну, в общем, желания не испытывают. А здесь предусмотрены вот те возможности, те опции, да, кто-то там захочет перейти на сторону противника, значит, вот если вы перейдете, вам до десяточки. Когда вы говорите там 10 лет за уклонение, это в том случае, если уже призваны мобилизованным. Это очень важно. Или если вы военнослужащий и отказываетесь там, скажем, участвовать в военных действиях, да, там до десятки. Но если вы, здесь есть еще такая, знаете, лазейка, если вы просто не пришли в военкомат, то вам предъявить нечего. Просто нечего. Там административная статья, штраф до 3000 рублей. Ну, многие об этом знают, многие еще узнают, но большинство все же не знает и покорно идет. То есть они получают повестку, они переходят в военкомат, а там уже получают мобилизационное предписание. Если бы они в военкомат не пошли, ну, может быть, их бы еще поискали, может быть, поискали, а может быть и нет. Может быть, их бы остановили на улице. Это говорят некоторых, ну не говорят, это точно в некоторых городах уже происходит. Устраивают облавы. Ну, я думаю, что это будет усиливаться. То есть вот такая административно-репрессивная полицейская сеть, которая будет накинута, ее ячейки будут становиться все уже, чтобы никто не смог через них проскочить. И, наверное, выезд, еще раз повторюсь, за пределы России будут закрываться. Говорят, что вот на рубеже буквально сентября-октября, потому что отъезд очень большой, очень высокая динамика. Тех, кто хочет покинуть Российскую Федерацию, не хочет отдавать свой долг Родине. Валерий Дмитриевич, здесь Кадыров пошел поперек, собственно, господина Путина и призвал, ну, сделал очень тонкий, скажем так, этот пассаж, да, в отношении режима. В общем, оказывается, 2,5 миллиона можно насобирать, и это половина от всех силовиков, причем разные он службы называл, причем даже очень уважаемые, Да, секретные да. службы. То есть получается в России 5 миллионов силовиков. Вот если половину отправить на фронт, тогда победа вот Не, просто уже в кармане. ну, реально меньше. Там, по-моему, все-таки общее число от 2,5 до 3 миллионов. Ну, это списочный состав. В реальности их всегда было меньше, вы понимаете. А почему это Кадыров сделал? Ну, потому что это очень, мне кажется, кстати, вот в этом его заявлении его поддержали даже его крайние недоброжелатели. Я имею в виду из числа общественности. Что, ну, действительно, огромное число тех, кого называют силовиками, они в России на каждом углу сейчас, ну, в крупных городах. Почему бы им не пойти послужить, а там, значит, не разгонять девочек, которые выходят выступать против мобилизации? Ну, какой интерес у Кадырова? Чтобы Чечню оставили в покое. Чечню оставили в покое. Он сказал, что мобилизации у нас не будет, потому что мы уже и так там перевыполнили все планы. После этого заявления, я думаю, его оставят в покое, чтобы он больше таких заявлений не делал. То есть он довольно умело и, пользуясь своим влиянием и весом, защищает чеченцев. Довольно умело. Но Будет это не конфликт с Кремлем. Это нет, не стоит это воспринимать как конфликт с Кремлем, тем паче с Путиным. С Путиным у него все равно будут хорошие отношения, сказать, Путин рассчитывает на его лояльность, а с силовиками у Кадырова все равно будут плохие отношения. Что бы он ни сказал. Даже если бы он сказал, да, говорит, мы всю Чечню тут поднимем и направим, нет. Это бесполезно все равно. Он это хорошо знает, он защищает своих, он исходит, чтобы избежать возмущения, он исходит из своих прагматических задач и делает это профессионально. Отдаю ему должное. Ну, вы знаете, когда все так резко полюбили Кадырова,
последние дни. Это тоже, конечно, ну, удивляешься, когда там российские даже либералы хвалят Да, Кадырова я на, понимаю. на Не, ну прополую. понятно. Вы знаете, я все-таки бы советовал отделять некоторые заявления от людей. Да? Вы же прекрасно знаете, что, допустим, вот некоторые люди делают странные, неприятные заявления, но в личном общении они очень неплохи. Бывает и наоборот, что человек сам по себе, возможно, не очень хорош, но вещи он говорит правильные. Ну, контекстуально правильные, да. Никто из нас не всегда не обязан все время говорить правильные вещи, тем более вещи, которые нравятся. Это, наверное, и невозможно, да и не имеет смысла. Кадыров в данном случае говорит то, что думают многие. Думают многие, но он это использует как вербальный аргумент для решения собственных задач, для достижения собственных целей, использует профессионально. Он в данном случае нуждается в огласке. Он нуждается в общественной поддержке, которую он получил. Я не знаю, кто ему это посоветовал, и он сам к этому пришел. Вполне допускаю, что сам он все-таки такой опытный, в общем, уже не уже, а действительно опытный политик. Но это хороший ход. Мгм. А, вот эта ночь, когда все ждали обращения и, Да. собственно, дождались уже утром, что происходило? Вот, что известно? Потому что ходили разные слухи, вплоть даже до того, что есть условно там красная и синяя таблетка, да, вот, и выбирали между, ну, какой вариант, то ли, а- Да, а- то ли отползти, все-таки то ли, да. не так кинематографически, конечно, но колебания были. Колебания были у Владимира Владимировича, потому что немалое число людей его отговаривали от этого шага, полагая этот шаг крайне опрометчивым и опасным по своим последствиям. Причем и чекисты его не в восторге были, осторожно отговаривали, и военные его осторожно отговаривали. Но были люди, которые говорили, что правильно, это абсолютно необходимо. И этим людям он доверяет больше, чем своим коллегам. Но он просто хотел, чтобы в силу там ряда причин это было сказано, появилось точнее в эфире именно 21-го. Поэтому запись была отложена, потом он записал позже, но записал настолько позже, чтобы 20-го это не вышло в эфир, понимаете, да? Формальным предлогом стал кашель, что несколько раз собирались записывать, у него начинался сильный кашель. Был ли этот кашель спонтанным и естественным или имел некую искусственную природу? Злые языки говорят, что вот он таким образом симулировал. То есть он не мог сказать, что давайте мы отложим запись. Он просто говорит, вот я не могу сейчас. Но позже все-таки записали, и не очень понятно во сколько. По одним сведениям в 10 вечера 20 сентября, по другим позже. Ну, так или иначе, он сделал все для того, чтобы это появилось 21 сентября. Некоторые источники уверяют, что он хотел оказаться вот в этот момент в Новгороде, рядом с Валдайской резиденцией, Валдайским убежищем. Это, кстати, действительно характерно для Владимира Владимировича. Как только в Москве возникает риск чего-то, да, он направляется или в Сочи, или на Валдай. Он предпочитает не находиться в Москве. Он осторожен. Я говорю, не обязательно что-то начинается. Риск, вот, значит, риск там, политического возмущения, риск протеста. Он предпочитает уехать. Мгм. То есть записал и посмотрел уже из бункера. Ну да, уже посмотрел из более безопасного места, ну даже не из бункера, он в Новгороде в этот момент был, в Новгороде Великом, а там до бункера, 120 километров на вертолете, наверное, полчаса 20 минут. Что находился в безопасном удалении от сомнительной Москвы. А то, Мгм. что Москва сомнительна, да, она сомнительно всегда относилась к Путину, это правда. Валерий Дмитриевич, а 21 число почему? Э, Приводили несколько версий. Одна из них связана с осенним равноденствием. Там оно с 21 по 23 сентября. Другая связывала это с днем Дмитрия Донского. Но я просто не залез в календарь, я не стал проверять, так это или нет. Э, я думаю, что какая-то символичность в этом была. Я склонен полагать, что она была. Он вообще сейчас очень
чувствителен, еще раз, там, к символам, к знакам, к мистике, чрезвычайно чувствителен. Но когда дело идет не так, как вы хотели, да, это характерно, кстати, для подавляющего большинства людей, не только для российского президента, вы начинаете искать для себя спасение, объяснение в иррациональном. Вы начинаете надеяться на иррациональное. В общем, исторических примеров тому очень много. Путин не исключение. Параллельным курсом, собственно, началась неделя с того, что Патрушев отправился в Китай, и как-то к финалу недели пришли разные слухи, кривотолки о том, что Китай шатает, и что-то зашаталось кресло под Си, ходят там разные... Ну, собственно, когда это начали проверять, то, в принципе, в Китае все спокойно, Спокойно. но есть какое-то вот информационно-психологическое воздействие, это 100%. Это связанные вещи? Нет, это не связанные вещи, это совершенно точно не активность России, потому что Патрушев ехал туда не для того, чтобы просить о военной помощи, военно-экономической. Он знает, что он ее Россия не получит. Об этом несколько раз ясно говорилось. Он ехал договариваться о том, чтобы Китай поддержал процесс транзита. Транзита вот в пользу патрушевской группировки и персонально сына. Кстати, раз уж мы заговорили, не исключено, что первый шаг, уже ощутимый к транзиту, будет сделан в начале октября. Угу. Речь идет, пока не очень понятно о масштабах, но говорят, что об отставке ряда министров, включая главы Центробанка Набиуллиной, они подали в отставку, но говорят, что речь может пойти о полной отставке кабинета. Вот. Это совершенно точно то, что обсуждается. Вот. Что будет сделано конкретно, мы не знаем. Ну, я вот перед беседой с вами получил сообщение от одного из своих милых знакомцев, который, что называется, в штабе, ну или в логове зверя, на ваше усмотрение, как хотите. Он мне просто написал: октябрь. Да. Ну, учитывая наши с ним там предшествующий обмен репликами, да, ну, то есть мы контекстуально очень хорошо понимаем друг друга, там не надо даже много говорить, просто и объяснять. Писал октябрь. Вот говорят, что в начале октября. До дня И еще раз рождения. говорят, да, до дня рождения, до 7 октября. Ну, послушайте, понимаете, тут есть одна вещь, характерная для Путина. Как только ему становится известно, что утечки, значит, заполнили информационное пространство, он боится, что им пытаются манипулировать, это решение откладывает, переносит, видоизменяет. Исходите из этого. Путин очень боится быть манипулируемым. И поэтому некоторые очень изощренные люди запускают, я знаю, это заметно, некоторые, я бы сказал, информационные волны для того, чтобы избежать некоторых решений. Или, наоборот, способствовать тем решениям, которые как бы им были бы нужны. Но вот избежать таким образом можно, я знаю. Да, это очень интересно, тем более даже где-то сенсационно, что начало октября, вот мы увидим наконец-то наяву, что-то можем понять, что есть какие-то первые шаги. Можем увидеть, да, Александр, давайте уточним, можем увидеть. Потому что вот говорить со стопроцентной уверенностью здесь ни в коем случае нельзя. Я могу ручаться за то, что это обсуждается. И это обсуждается уже настолько плотно, что, ну, в общем, чиновникам среднего уровня, но находящихся именно в штабах, да, это известно. То есть Скажите, это, да. это контролируемая история или форс-мажоры и непредвиденные обстоятельства могут случиться? Это то, что должно было произойти, это связано со здоровьем президента в первую очередь. Еще раз подчеркну, в первую очередь именно с его здоровьем связано, и уже потом со всем остальным. Его горизонт, в общем, он приближается. В данном случае горизонт — это не воображаемая линия, которая отдаляется по мере приближения к ней. Нет. Наоборот, его горизонт личный приближается. И он это знает. И это знает его окружение. Поэтому и поездка Патрушева в Китай, и переговоры насчет транзита. И поэтому эти пробные шары закатывались и в сторону американцев. Но американцы
как раз после успешного украинского контрнаступления перестали вести консультации в одностороннем порядке, скажем. Вести больше не будем. То есть они ожидают, я бы сказал, больше военной, видимо, больше военной определенности, больше политической определенности в действиях со стороны Российской Федерации, точнее, со стороны персонально Путина. Что там Российской Федерации? Вот персонально Путина. Уже потом все остальное они будут рассматривать по итогу, по последствиям. Так что большая игра может, я имею в виду большая внутриполитическая игра для России чуть начаться, уже вот-вот начаться, потому что для транзита вот, правящая группировка нуждается в гарантиях со стороны Китая, со стороны Соединенных Штатов и со стороны Турции. Насчет Германии и Франции, это им не очень интересно. Честно говоря. Ну, то есть они могут проинформировать и даже проинформируют, но не более того. А вот эти три страны считаются самыми важными. Я задам такой важный вопрос, и это действительно, ну, скажем так, самая, наверное, ну, вот такая раздражающая история. Если там транзит власти и все к этому готовится и, возможно, начнется в начале октября, то, Валерий Дмитриевич, а зачем тогда вообще вот эта мобилизация, эти референдумы? Это ведь получается по логике, вот простой обывательской, может прийти кто-то другой и все ведь отменить? А вы понимаете, что это черта невозврата? Понимаете, что это будет очень трудно отменить? Откатить назад будет непросто. И никто из правящей группировки это уже сделать не сможет. Это нужен будет другой человек. Потому что здесь сразу возникает множество ловушек. И правовых, и политических, и военных. То есть это будет совсем-совсем непросто. И я думаю, что Владимир Владимирович, он вот такие встроенные предохранители как раз и делает, да, для того, чтобы дело его жизни, дело его мечты не было похерено его там преемниками. Это первое. Второе, я думаю, он получает от этого еще такое иезуитское наслаждение. Ну вот, а теперь попробуйте. Вы придете, вы попробуете, каково оно. Наконец, третье, наверное, кстати, самое важное, он рассчитывает все же, что даже формально отойдя от дел, фактически будет из-за кулис в каком-то качестве, то ли там главы Госсовета, то ли я уже не знаю, какая у него будет должность, он будет еще руководить или влиять, ну, Мгм. определять процесс принятия решений. Я хочу сказать, что он заблуждается на сей счет. Это понятно, что если дело окажется в руках группировки Патрушева, то влиять на принятие решений Путин вряд ли сможет. Хотя у них с Патрушевым очень хорошие отношения, я сразу подчеркиваю, очень хорошие. Они не враги, и Патрушев никаких заговоров против Путина никогда не устраивал. Ему это в голову не пришло бы. Но до того момента, пока Путин, значит, формально там не откажется от власти, ну или подвинется, да, а здесь уже ситуация меняется. Сказать, вы же приносили присягу президенту, правда? Тоже, кстати, могут сказать, мы приносили присягу президенту Путину. А вот с главой Госсовета Путина мы уже ничем не связаны. Вот мы лояльны были. Пока вы были президентом, мы были вам лояльны. Сейчас в России новый президент. Ну, это известная история, там, сказать, царедворства, да, лукавства и тому подобное. Ну, пока еще рано загадывать. Мы можем предполагать просто, зная этих людей. Это, как они говорят, люди очень способны, они способны на все. Да, И знаете, верность и благодарность, это, как говорили в античном Риме, по-моему, это свойство собачье. да, собачьи Вот, свойства. Скажите, да. вот есть просто такая тоже стереотипная позиция у многих экспертов, что стоит только Путину потерять кресло президента, его сразу же убьют. Как вы относитесь к этому? Я отношусь к этому с пониманием, то есть мне ясно почему, но я думаю, что ситуация далеко не столь однозначна. И это будет зависеть от двух факторов. От того, с какой скоростью он будет отходить, во-первых, да, от власти. И второй – это от его, собственно, дееспособности. Вот. Он человек очень осторожный, он окружил себя высоко
значит, там, эшелонированной охраной, это безусловно. Он думал о всех этих рисках и угрозах, то есть он пытался на этот случай предусмотреть все возможное и даже невозможное. Но тем не менее, если человек становится недееспособен, да, и это будет заметно в его окружении, то вы понимаете, ну, лояльность стремительно пойдет вниз. Поэтому может произойти тогда, да, что угодно. Хорошо. Ну, в ближайшие месяцы я бы ничего, ни на что подобное не рассчитывал. Да, то есть мы поняли, что, собственно, Потом, следующий знаете, месяц. здесь есть очень важный просто политический аспект, я объясню его. Вот я говорю там об охране, о защите, да, что он фактически неприкасаемый, но те люди, которые могли бы прикоснуться к нему, они задаются вопросом, а что взамен? Понимаете? Вот, да, скажем, они приложат усилия, ну давайте мы вообразим, вот нашлись какие-то лихие дерзкие олигархи, которые выделили там $500 миллиарда группе людей, входящих там в Федеральную службу охраны. А потом вдруг выяснится, что к власти как раз придет группировка Патрушева, что вы ей освободили дорогу. Это что, будет лучше для вас? Нет, это, скорее всего, будет хуже. Понимаете, да? Поэтому дело не только в том, что до Владимира Владимировича невозможно добраться, а в том, что совершенно непонятна альтернатива. Та, которая сейчас существует, это может показаться кому-то странным, но она в каком-то смысле даже хуже. Потому что очень важное отличие Николая Платоновича Патрушева от Владимира Владимировича Путина в том, что Николай Платонович человек очень идейный. Он очень идейный. Для него крушение Советского Союза это было действительно личной катастрофой. Понимаете? Это очень важно. Это очень важное отличие. И вы знаете, наверное, Александр, что в современном мире самые опасные люди – это идейные. Что с безидейными, ну, можно как-то договариваться еще, попробовать. А вот с идейными, я боюсь, что нет. Вот посмотрите на Игоря Стрелкова. Вот он идейный. Вот он идейный. И с ним вы, в общем, договориться не сможете. Ну, по поводу Украины, естественно. Да, да, В конечно. других вопросах, да. Да, это действительно очень как бы сенсационно звучит, но тогда, собственно, если вот взять за основу вот эту, скажем так, формулу, да, грядущего транзита, каких-то, ну вот то, о чем, собственно, вы рассказали и изложили достаточно подробно, то тогда как-то, ну, становится яснее, что ли, картина обмена, произошедшего с азовцами. И вот почему надо было, да вот так, да такой ценой, да ценой плевка в сторону там ультрапатриотов, забирать своего кума. Да плевать Владимиру Владимировичу действительно на ультрапатриотов. Он на них всегда плевал. И не только на них. Вот. А Медведчук ему нужен. Он считает, что Медведчук может, ну, понимаете, там несколько вариантов. Стать переговорщиком с Украиной. Что у Медведчука все-таки сохраняются очень неплохие коммуникации со значительной частью украинской элиты и политической, и деловой. Второе. Медведчук может стать кем-то вроде главой альтернативного украинского правительства. Да? Вот есть, значит, там настоящее правительство, оно будет в Ростове находиться. Да? В Херсоне, вряд ли в Херсоне, во главе с Медведчуком. А вот есть такое фальшивое правительство, которое во главе с Зеленским находится в Киеве. Вот. Может, он там возглавит какую-то из областей или две из этих областей. То есть есть несколько вариантов. То есть это не чисто гуманитарный филантропический жест. Не надо понимать это так. Потому что, значит, он Путину нужен для какой-то комбинации. Будет ли эта комбинация реализована или нет, не очень понятно. Но то, что он нужен с какой-то целью, это совершенно очевидно. Дело не в том, что он кум. Вообще Владимир Владимирович не очень сентиментальный человек, мягко говоря. Вот в этом можете не сомневаться. И он лоялен друзьям, пока друзья лояльны к нему. Он им, там, сказать, помогает, он поощряет их, пока они ему верно служат. Но насчет, вот знаете, такой близости, эмпатии, ну что-то очень сомнительно. Поэтому дело не в том, что вот Медведчук кум. Дело в другом. Что он нужен Владимиру Владимировичу. Вот он нужен именно человек,
со связями в Украине, связанные с украинской элитой. Мгм. А скажите, пожалуйста, но Зеленский и, собственно, службы специальные украинские говорят, что Зеленский, ну, как бы, Медведчук все рассказал, и получили Вот что. прям Что? массив Он информации. рассказал то, что и так знали, или о чем догадывались. Ну, куда шли деньги, кому шли деньги, какие деньги шли через него. А что, Зеленский об этом не знал? А что, служба безопасности Украины не знала? Знала. Даже сама в этом процессе участвовала. Она участвовала в этом процессе, это, в общем, не секрет. Другое дело, что 24 февраля, да, оно стало водоразделом. То есть, вам скажу без обиняков, это прозвучит очень цинично, но если бы российская армия действительно быстро добилась успеха, вы бы увидели огромное количество тех, кого вы называете коллаборантами. Огромное просто количество. В том числе из числа высших чиновников, в том числе из числа офицеров и украинских вооруженных сил, и украинских спецслужб. В этом нет никаких сомнений. Но если российская армия не добивается успеха, кто же будет делать ставку, да, и связывать свою судьбу вот, с такой неуспешной силой? Ну и в ответ, мы же вам давали деньги. Помните как? А было ж титочка на заниматы. Ну, ну давали, ну спасибо вам. Мы вам больше, кому я должен, всех прощаю. То есть это такой взгляд цинический, ну, реалистический очень. Что там много людей было задействовано. Ну вот рассказал о них Медведчук. Да знали об этом. Слушайте, знали или догадывались, сколько у вас скандалов было, чем там с самыми высокопоставленными госчиновниками. Можно было бы длинный список составить. Поэтому он не выдал ничего из того-то. Если бы он там знал, допустим, счета в каких-то банках, да, если бы он об этом стал говорить. Ну, это тайна, он этого просто не знает, за исключением собственных счетов, естественно. Вот. А все остальное, ну, так, ну, все рассказал и рассказал. Да, а скажите, пожалуйста, а какая роль, вот сейчас как бы он неожиданный этот вопрос, потому что неожиданно на следующий день после обмена, собственно, и всплыла информация, какая роль Абрамовича во всем процессе? Ну, Абрамович очень старается, это такой классический посредник, знаете, образ такого гешефтмахера. Понятно, почему он рассчитывает таким образом выйти из-под санкций. У него есть прямой смысл стараться. Вот, продемонстрировать свою необходимость, нужность, стать таким посредником, гуманитарным посредником, способствовать, так сказать, там, гуманитарным процессам, делу мира по возможности. Я думаю, что это очень хороший путь. Ну, я понимаю, что можно к этому относиться презрительно, но как стратегия это правильно. Просто у Абрамовича оказалось больше связей, чем, допустим, там у Авина, чем у Фридмана, чем еще у кого-то. И он может эти связи использовать. Он может выстраивать комбинации, что делает вообще-то ему честь. Вот. Так что говорить, что он там сыграет какую-то очень важную роль, ну, знаете, если Россия и Украина выйдут на переговорный трек, то они выйдут и без Абрамовича. Но в этот момент очень важно показаться рядом. Вот, учитель Абрамовича Березовский был именно таким. Он приписывал себе много, он показывался рядом. Да, и там, если бы его послушать, он там давал понять, что это он сделал Путина президентом. Но я знаю, что это не так. Не только я, это знают все осведомленные люди. Вот Абрамович тоже может показаться где-то рядом и сказать, о, все, да, заметили, да, он приложил руку, это здорово. Вот это не просто повышает его самооценку, это способствует как бы его деятельности, решению его собственных задач, достижению его собственных целей. Но действует он грамотно, технологически все очень правильно, и главное, ему это удается. В каких-то масштабах, но удается. Переговорный трек в контексте не выходящего, конечно, я думаю, там аж до сих пор, до этого момента видео, процесса транзита власти. Как вы видите? Ну, видите, здесь мы это в данном случае все-таки Россия, оказались, видимо, в тупике.
Потому что официальная Россия, давайте так, то, на чем настаивает Путин, это вот признание статус-кво, то есть контроль за этими новыми территориями, признание их частью России, все такое прочее. Для Украины это абсолютно неприемлемо. Поэтому эскалация будет продолжаться, мы, похоже, на нее обречены. Если Украина добивается военного успеха, да, что, с моей точки зрения, совсем не исключено, то встанет вопрос не только о потере новых территорий и уходе. Я уже сказал в начале нашей беседы, что российские военные советуют уйти уже сейчас из Херсона. Просто сосредоточиться в Донбассе, который можно удерживать. Значит, не только потеря новых территорий, видимо, и потеря Донбасса. О Крыме пока не берусь судить, это, видимо, последний рубеж обороны. Вот. Ну, здесь, опять же, понимаете, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Если эти территории становятся российскими, как будут реагировать? Я говорю не только о Путине, а там о его преемнике, новое российское руководство. Как будет реагировать российское общество? Удастся ли его убедить в том, что это действительно Россия? Здесь много очень открытых вопросов, чрезвычайно много. Что будет происходить с этой мобилизацией, с массовыми настроениями? То есть вопросов больше, чем ответов, но все предположения сводятся только к одному. Ситуация, несомненно, будет ухудшаться. Вот это очевидно. Причем я знаю вот там людей, мнению которых я абсолютно доверяю, в современной России, вот их мнению можно абсолютно доверять, они говорят, что, в общем, движется страна по пути катастрофы. По пути катастрофы, и придется это все переживать. И говорит, мы только в самом начале пути сейчас находимся. Ну, это будет, говорит, процесс будет ускоряться. Но ускоряться это же не означает недели. Вот. Это все равно месяцы. Это первое. Второе. Вообще, я понимаю там украинцев, которые говорят, ну здорово, значит, вот русские все это начали, теперь пусть сами переживают. Понимаете, если речь пойдет о катастрофе, Украину это очень сильно надо отдавать себе в этом отчет. Смоделируйте, пожалуйста, потому что ну, многим это непонятно. Сейчас вот этот водораздел, он как и в сознании произошел, в сознании и знании, что, мол, ну все, значит, русским там распадется Россия на 20, 30, 80 кусков, и хорошо, и пускай сами с собой воюют. Да, почему обязательно сами с собой? А если они будут выливаться как раз на сопредельные территории? А у кого-то в руках окажется доступ к тактическому ядерному оружию, он захочет. Ну, какой-то, знаете, как в американских боевиках, там, безумный полковник или безумный генерал. Ведь могу сказать, что в НАТО этот сценарий рассматривают как очень реалистичный. И достанется-то кому? Там, стратегическое ядерное оружие не смогут использовать или не решаться, а тактическое запросто. Поэтому все это будет не так просто. Я бы, понимаете, лучше на самом деле иметь, как ни странно, дело с ослабленным, но целостным соседом, чем со страной, погрязшей в хаосе. Потому что этот хаос, учитывая размеры России, наличие все-таки какого-никакого оружия, да, агрессивности, которая будет, естественно, нарастать, он может очень здорово задеть и Украину. Ну, это, опять же, такая, знаете, реалистическая оценка. Вот. Знаете, когда бьется, допустим, представим себе Россию в виде огромного стекла, да, представьте себе, оно начинает биться, разбиваться. Что думаете, осколки сохранятся в пределах территории, вот, границ? Да нет, конечно, они полетят далеко куда. Да, Ну, очень. я думаю, что на самом деле до такого уже там совершенно фантасмагорического сценария не дойдет, и что Россия не распадется. В данном случае не говорю даже о том, хорошо это или плохо, мне кажется, что этого не будет. Что она ослабеет, но она сохранит свою целостность, мне это кажется более вероятным вариантом. Более вероятным. Ну а как строить отношения там России и Украине? Я не помню, у вас или нет, не у вас говорил, есть у вас такой очень известный философ, социальный философ, Андрей, дай бог памяти, господи, вот, знаете, это так глупо. Сейчас я... Андрей Баумейстер, да, ну конечно. Мгм. Вот. Мы с ним все-таки сговорились, наверное, там, в середине октября, если все получится, провести беседу, записать
насчет того, какое будущее ожидает российско-украинские отношения. Что вообще будет после того, как все это закончится? Я думаю, что это будет интересно. Что я бы очень хотел это обсудить, естественно, с кем-то с украинской стороны, но обсудить аналитически, а не эмоционально. Да, Понимаете? да, я понимаю и теперь понимаю, почему это середина октября, Валерий Дмитриевич. Да, вы правильно понимаете, что тогда будет. Ну, правда, еще раз повторюсь, вот когда ситуация начнет ухудшаться, будет ухудшаться все быстрее. Но все равно этого хватит на месяц. Вот этого ухудшения хватит на месяц, а возможно и даже на год. Увы. Да, еще один вопрос. Вы, дорогие друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не подписаны. По ссылочке, конечно, канал Валерия Дмитриевича отмечен как Спасибо. пользователь Ютуба. Переходите туда, там тоже очень интереснейшие, скажем так, материалы у Валерия Дмитриевича. Но я хотел бы все-таки об Италии поговорить немного. А, Странные вещи. И не столько там Берлускони, который выходит, собственно, на авансцену и хвалит Путина и набивается в переговорщики, а сколько вообще реакция Европы на Италию. Что если, мол, не такие придут к власти, но у нас есть инструменты, как их там, как вот Польшу Ну, приструнить, Венгрию. слушайте, реакция Европы на происходящее там в Италии, она всегда будет слегка ироничной. Что бы итальянцы не говорили, в общем, определяют все-таки не они. Вот политику НАТО и ЕС они не определяют, это совершенно очевидно. У НАТО, Европейского Союза, есть сейчас вполне определенная политика. Те разногласия, которые существуют, которые звучат публично, они все-таки на общий курс, даже особая позиция там Венгрии, честно говоря, не влияют. Не влияют. Поэтому я не вижу никаких особых проблем в этом. Ну, обладает ли Евросоюз возможностью повлиять? Конечно, обладает. Он обладает возможностью. Но я бы даже сказал, не столько Евросоюз, сколько разведслужба. Понимаете, достаточно пригрозить опубликованием какого-то компромата, вот, или бросить его, особенно финансовый. Там, личная жизнь политиков никого сейчас особо не занимает. Пожалуйста. Вы там можете быть там, натуралом, гомосексуалистом, прошу прощения, хоть с собаками. Да, лишь бы не публично, не на площади. А вот что касается финансов, да, там злоупотребления, взяточничества, и существует же обширный компромат. Современный мир, он очень прозрачен. Довольно, ну, очень прозрачен. Информации накопилось, тем более на итальянских политиков, очень-очень много, вот, связанных с деньгами. Я думаю, что вряд ли они захотят, чтобы это всплыло. Ну, и там есть плюс еще другие аспекты. Этим же не только Путин пользуется компроматом, он есть и у других сторон, у других участников этих событий. А почему мы не увидели компромат на Путина, на российскую верхушку за вот эти месяцы войны? Я не знаю почему. Ну, во-первых, на самом деле, прошу прощения, кое-что мы увидели в виде разоблачения, которое команда Навального публикует, обширное. Но дело в том, что это никак ни на что не влияет, понимаете? Ну, российское общество, ну, оно этому уже нисколько не удивляется. Ну да, там у них много денег. Ну, традиционная реакция, очень часто, по крайней мере, встречающаяся, а чтобы ты вел себя иначе, попробуй объясни, что вообще многие люди ведут себя иначе. Вот, есть люди, для которых много денег ничего не значит, это правда. Ну, есть такие люди, их совсем немало, которые честные, порядочные. Ну, в общем, публике это не объяснишь. Я думаю, что нашей, что и части украинской. Поэтому это не очень работает. Это первое. Второе, вот по-настоящему чувствительный компромат, вот очень чувствительный, да, он есть, я думаю, даже уверен, есть и такой. Знаете, если вы даете ему ход, то это означает, что вы еще больше ухудшаете отношения на личном уровне. И если вы их ухудшаете, то вы совсем уже не оставляете возможности для какого-то мирного трека, для каких-то переговоров.
Поэтому зачем, думает, я полагаю, думают они, зачем заходить так уж далеко. То есть не оставлять вообще никакого выхода. Это как Макрон с Путиным говорили, а потом показали запись разговора, Да, и после этого он не берет трубку. ну он не берет трубку. Если берет, видите, Макрон говорит, говорит, я полагаю, что прямо не прямо намекает, он прямо уже говорит о психических проблемах российского президента. Вот. Там оценка реальности, там не только оценка реальности, там много чего страдает. Да, и на Макрона тоже есть компромат, вы понимаете, и если начать там все это взаимно вываливать, кому от этого будет лучше? Политики, я думаю, что как бы не хотят вываливаться. Если ты вывалишь грязь на кого-то, есть риск, что ты сам не окажешься. Уж на Макрона совершенно точно есть. И будьте любезны, очень обширные и связанные не только с его личной жизнью. И в завершении финальный вопрос, Валерий Дмитриевич. Вот Путин сейчас — это про деньги, про миссию, или о чем-то другом? О чем Путин сейчас? Вы знаете, я бы сказал, что это не о деньгах, это действительно это миссия, но это у него носит уже крайне болезненный характер. Вот. Вообще миссионизм, он не лишен некого, знаете, такого медицинского аспекта, но сейчас это явно уже патологично. И что разрушает? Это разрушает Украину, разрушает Россию. Это патология, потому что он обладает, к сожалению, колоссальными ресурсами и возможностью принимать решения. Валерий Соловей был моим собеседником. Я благодарю вас за этот разговор. Спасибо, Александр. Спасибо всем. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки под этим видео. Обязательно переходите на YouTube-канал Валерия Соловья. И, конечно же, давайте вместе вот все-таки дождемся октября. А мы с Валерием Дмитриевичем еще встретимся. Несомненно. И конечно же, все проанализируем. Пишите в комментариях, чего вы ждете от этого октября. Ну и, конечно, самое главное, берегите себя. Всего хорошего.